Как спасаться от жары, если нет возможности выехать из Японии из-за работы или других дел? Конечно, можно сидеть дома под кондиционером или прохлаждаться в супермаркетах и торговых центрах, где постоянно дует прохладный воздух. Или можно выехать за пределы Токио на ближайший пляж, например, в Камакуру. На машине дорога от Токио занимает примерно час-полтора, в зависимости от пробок. Хорошо, что в машине есть кондиционер, потому что стоит открыть окно, и вас сразу обдает раскаленным воздухом. По дороге можно полюбоваться красивыми видами, интересными домами и просто понаблюдать за жизнью японцев. Конечно, можно улететь и на прекрасные пляжи Окинавы, но туда все же стоит ехать хотя бы на несколько дней. Если же хочется выбраться всего на один день и вечером вернуться домой, то одним из лучших вариантов станут пляжи Камакуры или Широхаме. До Широхаме ехать примерно на час дольше, чем до Камакуры. Не могу сказать, что этот пляж особенно красивый. Он не самый чистый, местами много водорослей. К сожалению, с увеличением числа туристов, в том числе иностранных, пляж стал заметно грязнее. Здесь можно увидеть пластиковые бутылки и другой мусор. Это, конечно, немного огорчает, но, к сожалению, таковы сегодняшние реалии. Если вы ничего не взяли с собой, на пляже можно взять на прокат зонтик, лежаки или стулья. Сотрудники сами установят все прямо на песке, в том месте, которое вы выберете. Людей было не так уж много, пляж не выглядел переполненным. Возможно, многие сейчас разъехались на летние каникулы в другие страны. Еще один плюс этого пляжа – прямо напротив находится тайский ресторан, где можно перекусить и купить прохладительные напитки. Вода была очень теплой. Казалось, будто ее специально подогрели, опустив в море огромный кипятильник. Ветер был вполне комфортным, не слишком сильным, поэтому он совершенно не мешал ни отдыхать, ни купаться. Волны тоже были умеренными. Правда, иногда к берегу прибивало морские водоросли. Порой они цеплялись во время купания и даже могли попасть в плавки или купальник, что, конечно, не добавляло удовольствия. Еще на пляже было очень много ворон. Они постоянно ходили вдоль берега, копались в водорослях, видимо, выискивая себе еду.
На пляже есть специальное место для курения, такой отдельный загончик для курильщиков. Там люди собираются, курят и общаются, потому что курить в любом месте на пляже нельзя. Со спиртными напитками тоже есть свои правила. Я видела, как сотрудники пляжа подошли к компании, у которой на столе стояла бутылка виски, и попросили убрать ее. Видимо, открыто распивать крепкий алкоголь здесь не разрешается. Зато в ближайшем ресторанчике можно заказать все, что душе угодно. И еду, и алкогольные напитки. Многие отдыхающие пили пиво. Меня удивило, что там продают не только еду, но и товары из Таиланда. Различные соусы, сиропы и напитки в бутылках. Это оказалось довольно необычным. Суп том-ям, который я очень люблю, меня, честно говоря, разочаровал. Вкус оказался довольно пресным, а бульону не хватало насыщенности. Остальная еда, впрочем, была вполне съедобной. А многие отдыхающие прячутся от палящего солнца в палатках. Лежать просто на коврике под открытым солнцем действительно очень тяжело. На пляже было много иностранцев. Ну и, конечно, вездесущие вороны. Стоит оставить еду без присмотра, они сразу оказываются рядом. Вот кто-то положил онигири на коврик и отошел буквально на минуту, а ворона уже тут как тут, деловито отщипывает себе свою долю. Ну а в самой Камакуре люди неторопливо гуляли по знаменитой улице, ведущей к храму, лакомились мороженым и прятались под зонтиками от палящего солнца. Мы же ближе к закату отправились обратно в Токио и вернулись к своим обычным делам. На обратном пути нас сопровождал невероятно красивый закат. Небо окрасилось в огненно-оранжевые оттенки. К сожалению, снять его не получилось. Стоило включить камеру, как на пути постоянно оказывались деревья, здания и эстакады, закрывая всю эту красоту. Тем не менее, этот закат останется в памяти как прекрасное завершение жаркого летнего дня у моря.